Сегодня мы прибыли в Джобр задокументировать контртеррористическую операцию, проводимую на юге этого района сирийской столицы. Несколько дней назад боевики, используя подземный ход, напали на блокпост армии и смогли захватить несколько высотных зданий, что позволило им выйти на стратегически важный перекресток автодорог и пройти южнее. В интернете сразу же были выложены кадры с погибшими солдатами и смелыми заявлениями, что сейчас боевики вступят в центр Дамаска и столица падет в течение нескольких дней. Мы прибыли на южные позиции Джобора. На лицах солдат и офицеров нет растерянности и страха перед врагом. Все готовы к выполнению боевых задач, настроение приподнятое и шутливое. Всего 150 метров, и мы из мирных кварталов вступаем на линию фронта. Идти приходится по выгоревшим лавкам и мастерским. Привычная картина вторжения боевиков. Все опустошено и разграблено. Боевики, вторгшись сюда, растащили все, что можно использовать для производства оружия, а остальное сожгли при отступлении. Отсюда будут расходиться два танковых удара. Один танк пойдет дальше туда, по дороге, второй будет двигаться в этом направлении. Это недостроенное здание сейчас помогает боевикам контролировать автодорогу. Через него они могут обстреливать перекресток, и при этом ударить по ним сложно, так как это строение не дает достать позиции террористам танковым и артиллерийским огнем. Здесь пусть проходит БМП. Они оттуда не смогут ее достать, и она будет скрыта зданиями. Мы движемся на рекогносцировку сегодняшнего удара. Солдаты, увидев русского, обязательно приветствуют нас. Здесь нас может достать снайпер, и надо пригнуться при перебежке. Hello, how are you? صح؟ شفته؟ على اليمين شفته؟ أول واحد هذا اللي عليه شو اسمه. Офицер показывает танковому экипажу цели сегодняшней операции. Вот в этих домах они засели. Это все их стрелковые позиции. Надо будет достать их там. Вот отсюда постарайся их достать. Основная цель — вот эти позиции. Тут у них сильная линия обороны. Пойдем, я покажу тебе главную цель атаки. Вот все эти дома, они все под ними. Бей спокойно, наших там нет.
Заедешь вот сюда и постарайся их достать. Если не получится, сманеврируй. Подниметесь вот сюда и отсюда начнешь работать. Перед офицерами стоит задача отбить захваченные высотки, но не рисковать солдатами, если цена будет высокой. Позиции боевиков в этих зданиях. От нас это 50-70 метров. Отверстия в стенах — это амбразуры, через которые боевики ведут обстрел. Пространство между зданиями завалено бытовой мебелью, чтобы затруднить проход пехотинцев внутрь. Можно предположить, что вся мебель заминирована. Извечная проблема нехватки аккумуляторов. Возвращаясь с рекогносцировки, по нам все же был произведен выстрел снайпера. Пуля никого не задела. Камера была выключена, остается об этом просто рассказать. За кадром остались томительные часы ожидания, и вот мы направляемся на передовую. Сейчас начнется операция. Эту дорогу надо перебежать очень быстро, так как снайпера перекрывают огнем всю проезжую часть. У моего коллеги Виктора Кузнецова сломалась камера, и он не смог отснять обстрел солдат и офицеров из минометов. Корректировщики огня террористов достаточно точно наводили мины на армейские подразделения. Никто не пострадал. На моноподе я выставляю камеру, чтобы показать, как выглядит место атаки. Вот эти два здания очень важны для контроля перекрестка. Атака на них и планируется сегодня. Мы идем на наблюдательный пункт, откуда офицеры будут руководить боем. До боевиков 100 метров. Амбразура видна боевикам, и надо быть осторожным при работе через нее. انا بدك تصور تلاقيم ها المسافه اللي شايفتها انت ايوه ايوه هيدي هيك بتبين هيك عليك. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.